Дубль 335. Всем привет, вы на канале Польза.нет Лайв. Меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с человеческим лицом. И сейчас я вам потихонечку расскажу о смартфоне, на который я снимаю. Это основной модуль у него iQOO 12 Pro, Vivo iQOO 12 Pro. Сходу основной канал Польза.нет. Для него, в принципе, я и приобретаю устройство. Покупал я его на Али. Пока он шел, пришли какие-то обновления, мне уже они, кстати, раза 3 прилетали. И отметить я особенно хочу то, что тестировал я его уже, получается, в PUBG. Притом в PUBG мы гоняли его больше часа, яркость он не сбрасывал. Из плюсов сразу сходу у него просто великолепные характеристики в плане присутствия гуглов. Они здесь сразу вшиты, Play Market у вас будет сразу работать. Помимо этого, здесь у нас 7 и 20 бенд для 4G. И вроде бы все так радужно, но не все так радужно, потому что вы хотите приобрести подобное устройство для того, чтобы у вас была аналогичная айфону камера. И, разумеется, они все пытаются сравнивать свои детища Vivo, Realme, Xiaomi с Яблоком, но это не так. Не забудьте подписаться на этот канал. Всем, кто поставит лайк, огромное спасибо. Знаете, вы мотивируете к этим обзорам. Почему? Потому что обзор одним кадром — это все-таки специфическая штука. Я не видел, чтобы у кого-то, во всяком случае, в таких объемах они были. Я также вставляю в ролики какие-то записи с камер устройств. Но это из разряда снял, как снял, что сказал, как микрофоны отработали, как отработала камера с экспозицией, со светом, с контрастом и со всем остальным. Так вы это и увидели. Единственное, YouTube, разумеется, сжимает. Если говорить об этом смартфоне в частности, кстати, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи, мой личный телеграм-канал. Мы там разыгрываем 5 Mi Band 8 серии ежемесячно за лайк, подписку и комментарий к любому видео. И из интересного еще телеграм-канал скидок. У нас распродажа на Али опять через 10 дней, ну каждый месяц, раз в месяц. Это первое. Второе. Телеграм-канал взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, где вы сможете скачать просто море исходников фото и видео с этого смартфона или с других. Кстати, в описании я, разумеется, укажу, какой объем файла был у этого сплошного ролика. И сравнивать я буду смарт этот, как и все смартфоны, с iPhone 15. Специально купил iPhone 15, чтобы сравнивать по камере его с подобными устройствами. Почему? Потому что ценовая категория iPhone 15 он стоит на 20% дороже, чем этот смарт. Сравнивать его с iPhone 15 Pro Max, ну это как минимум, согласитесь, нечестно. Сравнивать его с Xiaomi 14 Pro с тем же, это тоже глупо. Почему? Потому что и тот, и другой смарт — это Китай, и как они отработали со своими алгоритмами. Сегодня одна прошивка, завтра другая, а здесь такая относительная константа. Вы практически в каждом обзоре на флагманское устройство можете увидеть его сравнение именно с iPhone 15, так как он стоит плюс-минус так же, как эти устройства, хотя чаще дороже, потому что $800 мы умножаем и получаем стоимость чуть-чуть выше, чем у iQOO 12 Pro, хотя вполне возможно нет, уже да, все равно iQOO 12 Pro на распродажах будет стоить дешевле. В общем, мы запомнили, что здесь есть все гуглы. Что здесь еще интересного? Здесь есть 8К, здесь есть Snapdragon Gen 3. Притом из всех устройств, что я тестировал на Snapdragon Gen 3, здесь самая неоптимизированная оболочка. Вроде бы iQOO я всегда хвалю, я всегда советую, допустим, если брать IPS экраны, очень сильно советую там iQOO-шки Z8, у них смартфоны до 20 тысяч великолепные. Если брать Vivo, то у них очень много тоже хороших смартфонов в низком ценовом сегменте и среднем. Vivo и iQOO, чтобы вы понимали, одно и то же. Так же, как это один концерн. Realme, OnePlus, BBK-евский концерн, потом Nothing, скорее всего, тоже их. Nothing под вопросом, но я почти на 100% уверен. iQOO, Realme, все это одна контора. И OnePlus. Может быть, повторяюсь. Так вот. Чем хорош iQOO? iQOO — это, по идее, бренд, созданный под игры. Но по факту они потом начали развиваться, и у нас получились флагманы. Хотя я говорю, что у него худшая оптимизация по процессору, нужно отметить реально, и это важно, то что, допустим, в том же тесте в Твиче на часовом безостановочном это дело яркость не сбрасывало. Притом у Poco F5 Pro, как вы помните,
яркость была сброшена, и там она была на ниже, где-то на люксов 100. Это дело, яркость тоже пока не сбрасывала, но на Твиче я его не гонял, то есть я его гонял так. Если говорить про iPhone, они яркость сбрасывают в 4 раза. Это мы запомнили. По основному модулю сравнивать видео я буду в основном ролике. Сравнивать фото смысла я не вижу, потому что качайте исходники, в ролике я что-то скажу, потом выгружу в свою личную телегу и потом сравнивайте сами. По мне, андроиды все равно по передаче цветов, а это никак не докажешь. То есть я вам сейчас скажу, что у него он краснит, то есть у него нереальная передача цветов, чуть-чуть он перекручивает контраст. Многим нравится, как это дело снимает, очень похоже. Снимали Samsung раньше, сейчас они стараются аккуратнее. Очень похоже снимают Huawei-евские аппараты. Это добавляет такого, знаете, объема из-за контраста по контуру. Но в целом картинка специфическая. Она, наверное, неплохая для YouTube. Вот сейчас вы смотрите, в принципе, солнце не видно, к сожалению. То есть не получается против солнца, как вчера Samsung Galaxy Fold, Z Fold 5 я гонял. Кстати, Flip Z5 Flip от Samsung у меня утонул при тесте водой, а Fold не утонул, что странно. Но, опять же, не об этом рассказ. Рассказ про то, что вот так отрабатывает основной модуль iQOO. Переходим по сверху вниз. Через, получается, сколько минут? 6 минут обзора я расскажу вам комплект. Комплект стандартный, только зарядка на 120 Вт, и она отличная. За 10 минут на 50% зарядила. За, по-моему, 25 он зарядился на 100%. Просто супер. Может быть, я еще несколько раз проведу тесты. Я заряжал его уже много раз, но засекал только один в первых разах, в самом начале. Так вот, пока 25 минут 100% это волшебный результат, потому что те же час 20, которые там, точнее не час, я заряжаю iPhone, я не знаю, как они час 20, он у меня то оверхит, то есть постоянно либо перегрев, либо еще что-то, хотя зарядка оригинальная. В целом он заряжается минимум в 5 раз быстрее, чем любой iPhone. Это раз. Два. По поводу экрана. Экран выдает 850 люксов. Это не космос, потому что те же Xiaomi 14, обзор на который уже был на канале. Это 14 Pro. Он выдает в холоде, то есть когда у тебя просто максимальная яркость. Но единственное, там есть Sunlight Mode, то есть солнечный режим. 1100 люксов. Что это такое? Это практически то же самое, как и у Яблока. Но Яблоко 15 выдает 1400 люксов. И те, кто не ходит на пляж летом или кто не видит солнце, это вам не важно. А вот кто ходит, от 1000 люксов необходима яркость, чтобы комфортно использовать на солнце. 1,5 вообще волшебно. Понятно, что она через какое-то время сбрасывается, но все равно. Здесь, с другой стороны, когда ты играешь, эти 850 люксов, как и у Poco F5 Pro, они прям держатся долго, и это хорошо. Экран волшебный, плотность пикселей космос, и разрешение, разумеется, можно выбирать. Quad HD, Quad QW, в общем, 3800 точек, которая максимальная. Плотность пикселей супер. И единственный минус для меня, я, допустим, не люблю экраны водопада. Здесь экран водопад. Здесь экран водопад по микрофонам. Это худшие микрофоны в плане чувствительности из тех, что были для записи теста на Твиче. То есть на Твиче, я когда гонял этот смарт, он прям писал ужасно. Я надеюсь, что сейчас он пишет лучше, хотя я не включал. Кстати, вот сейчас я включу усиление голоса. Я надеюсь, что это каким-то образом поможет. Не выкручивать ничего я не буду. Никаким образом я не редактирую видео перед тем, как вам скидывать его в YouTube. То есть файл есть, я его просто выливаю туда и все. То есть экран не водопад, точнее экран водопад чуть-чуть грани скошены, в принципе не бесит, олеопопка отличная, тач мне понравился, хотя он не суперский, вибра мне понравилась, звук мне очень понравился, потому что нет ощущения полуторки, здесь нет мини-джека и здесь нет, но здесь есть инфракрасный порт. 2 физические симки можно запихать, напоминаю, что у всего, что производится в Китае, не бывает eSIM. Я не встречал модели для Китая. Именно если глобалка, то да, там может быть eSIM. В китайских версиях для Китая они отсутствуют. При том, что iQOO не важно. Глобальная и не глобальная версия важна только для гарантии. Почему? Потому что, повторяю, что здесь есть все бенды,
Здесь есть русский язык прямо из коробки, можно выбирать шрифты, и гуглы стоят уже сразу, то есть вам нужно только установить Play Market или выбрать при покупке. Почему на него сейчас потихонечку начал появляться хайп на этот iQOO? Потому что стоимость у него, как у флагманов из разряда Vivo X100 Pro, X100 Pro, но бенды здесь все, в отличие от тех же Xiaomi. Xiaomi, когда выпускают трубки, они не добавляют сюда все, вот этот 7-й, 20-й бенд для 4G и с агрегацией частот у них проблемы. Я не знаю, зачем, для того, чтобы мы покупали у них глобалки. Все, про это мы забыли, про экран. Экран отличный, зарядка отличная, инфракрасный порт есть, мини-джека нет, звук хороший, вибро почти супер. Переходим дальше к интересному. Вот смотрите, к минусам сразу. Здесь нет направленного микрофона. То есть, когда я говорю, вот здесь есть, должен быть. Здесь тоже, что ли, нет направленного микрофона? Очень странные дела. В общем, нет направленного микрофона, это нехорошо. Следующий момент, чего еще здесь нехорошо? Когда я снимаю, вот смотрите, вот сейчас у меня 4К 60 FPS, я не могу перейти на ультраширик. Мне нужно выходить из, получается, съемки X5 максимум при 4К 60 FPS. 4К 120 FPS здесь отсутствует, хотя процессор позволяет. 2 миллиона баллов в Antutu, это космос. 3D Mark он пока не проходит, 23% пожирает при игре в PUBG, это неплохо. И из интересного еще, наверное, что это еще из интересного? Он не может снимать, в отличие от Xiaomi даже 14-го в 4К 60 FPS, на фронталку максимум 1080p 30 FPS. Что еще важного? 1080p 30 FPS на фронталку, на ультраширик не перейти. Ультраширик такой себе телевик а-ля флагман, но я, сравнивая даже без телевика с iPhone 15, могу поспорить, но спорить не буду, потому что по поводу фотографии это просто дичь. Люди будут очень сильно агрессивны. Не забудьте подписаться на телеграм-канал Скидок, взаимопомощи, мой личный телеграм-канал. В телеграм-канале личном, повторяю, что я скидываю исходники, и там мы можем постоянно общаться. Вот, и лайк ролику, чтобы я продолжал вот этот банкет с одним кадром. Почему? Не важно, что я сейчас говорю, вы можете вообще звук отключать. Вы просто смотрите, как в одних и тех же условиях гоняется уже 50 смартов, притом флагманов. И один, допустим, с экспозицией хорошо работает, у другого нет, микрофоны надо слушать. Не слушайте, что я говорю, но слушайте, как микрофоны передают звук. Вот, наконец-то мы можем чуть-чуть солнце снять. Как в движении, как стабилизация и все остальное. Что еще? По дизайну мне он не нравится здесь. По этому X100 зуму, фото, это все курам насмех, бесполезная приблуда абсолютно. Если про камеры забыть, вообще по ощущениям от этого девайса, мне не нравится его блок камер внешне. У меня нет сейчас негатива какого-то к нему, все модули в принципе есть. Но минус, говорю, в том, что ты не можешь переключаться, что как в Samsung ты не можешь с основного модуля на фронталку переключаться, хотя они по идее должны были бы прошивку так уж допилить. И в целом девайс в ощущениях у меня, как и у Xiaomi 14, почему я его в ролике постоянно называл Xiaomi 13, когда обозревал. Потому что процессор они сделали мощнее, то есть 2 миллиона баллов в Antutu он выбивает, все круто. И то есть, по идее, должна была появиться 4К 120 FPS. По идее, должно что появиться было? Не знаю, яркость за 1000 люксов. Что еще могло появиться? Не знаю, мини-джек они могли бы добавить. Понятно, много чего могло. Если говорить про структуру, да, прекрасно, что у тебя металлическая рамка, вроде бы, там, не знаю, у меня черный цвет, тактильно приятный, заляпывается быстро. Но с дизайном, говорю, мне он не близок. Напишите, может быть, он близок вам. В принципе, все, кто пришел, я думаю, сколько? За 14 минут уяснили для себя, что iQOO это хорошо. Продавать его будет сложно, поэтому я его особо сильно вам советовать не буду. Точнее, вообще его вам советовать не буду. Но за эти деньги, он там с 60 с копейками на Али, почему нет? А самое интересное, iQOO 12 мне до сих пор в Россию не отправили, но мне отправили уже в другое место. Я на 2 Али купил. И iQOO 12 имеет такой же набор модулей камер, во всяком случае по спекам. Потом посмотрю, как физически так. И вот он уже интереснее из-за ценника. Прошка это крутой, очень крутой экран, нереально крутой. С другой стороны, даже в режиме, где
выставлял насильно 120 FPS в PUBG, он не вывозил эти 190 FPS, которые у него были в Твиче. Можете посмотреть запись. В целом, девайсу от меня однозначное да. Все, кто купил, молодцы. Не забудьте подписаться на этот канал, написать, чтобы я продолжал этот банкет. Напоминаю, что я в первую очередь пожираю свои же просмотры на основном канале, потому что на основном канале Польза.нет, разумеется, будет на него обзор. Добра и удачи вам, дорогие друзья!